Изолента Лайф. У нас Малек уже подключился. Здравствуйте, видите нас, слышите? Да, приветствую. И вижу, слышу. Замечательно. Отлично. Малек Дудаков, мы обсудим с вами... давно у нас не было гостя по США, и я бы, конечно, давайте начну вот прямо, так, не в бровь, а в глаз. То есть ситуация на данный момент с рейтингами президента США, конечно, плачевная, они фактически бьют рекорды, в отрицательном смысле, конечно, да. 33% сейчас, кто не знает, последнее было измерение. Были объявлены прогнозы на инфляцию на апрель, тоже бьют рекорды, только уже, соответственно, в высшую сторону, да, до 10%, насколько было заявлено. И в целом я могу перечислять долго, то есть американский президент жмет руку призраку, на него какают голуби, он называет Мариуполь метрополем. Я могу перечислять вот это все очень долго, и, честно говоря, в общем, если не держать в голове, что человек, который владеет красной кнопкой, это, в общем-то, такое, жалко дедушку, честно говоря. И я спрошу вот вас прямо, если позволите. В обозримом будущем, скажем так, до конца года, да, по 25-й поправке или импичмент, то есть в одной из форм, какова вероятность того, что президент будет освобожден, называем это так, освобожден от занимаемой им должности? Я вам так скажу, вероятность, она абсолютно нулевая, того, что Байден... Но к этому призывают очень активно, да, как мы слышим. Слушайте, они могут призывать к чему угодно, а республиканцы сейчас, главные оппоненты Байдена, находятся в меньшинстве в обеих палатах Конгресса, поэтому они могут выставлять сколько угодно много статей импичмента Байдена на голосование, они никогда не пройдут. Теперь, что касается 25-й поправки Конституции, я напомню, может быть, тем нашим зрителям, кто не знает, согласно этой поправке, там есть третий, если не ошибаюсь, пункт, который позволяет действительно Кабинету министров отстранить действующего президента от власти, если они считают, что он не способен исполнять свои обязанности. В том числе и по состоянию здоровья. В первую очередь по состоянию здоровья. В первую очередь, действительно, она применялась в американской истории несколько раз. Обычно это на короткий период времени, когда там, например, у Буша-младшего была операция и так далее. Конечно, это теоретически всегда возможно, и никто этого не исключает, но здесь нужно понимать тот факт, что у второго человека в государственной иерархии США, это Камала Харрис, рейтинги еще ниже. То есть вы правильно отметили то, что Байден действительно очень непопулярен. Один последний опрос, это, Квиннипак, не самый именитый полстер, но тем не менее действительно показал то, что у Байдена 33%, другие опросы показывают, что это немножко больше, там 35, 37, 38, 39, в любом случае, это, конечно, довольно низкие показатели, но у Камалы Харрис рейтинги еще ниже, ближе к 30, некоторые даже были по 25-27. Поэтому замена, условно, Байдена, который сидит там, человек с проблемами когнитивными, который часто оговаривается и так далее, она не решит структурно, институционально проблемы Демпартии, потому что второй человек в команде, он, мягко говоря, абсолютно зеленый и не справляется со своими обязанностями, даже с теми символическими обязанностями, которые обычно есть у американского вице-президента. Плюс к тому нужно понимать то, что в этом году пройдут выборы в Конгресс в ноябре, 8 ноября, это мидтермы, важное событие для американской политической жизни. И, конечно, никто не будет сейчас коней менять на переправе до этих выборов, потому что в любом случае, с какой сценарий не разбивался, демократов ждет очень болезненное поражение. Потеряют они большинство в Палате представителей, вполне вероятно, то, что в Сенате тоже потеряют. В общем, Байден моментально превращается после этого президента хромую утку, который не сможет какие свои реформы проводить через Конгресс, но ему придется постоянно с ними собачиться, потому что республиканцы, как только получают большинство, они, конечно, заводят огромное количество расследований в отношении Байдена, в том числе по темам с коррупцией Хантера Байдена, его похождений на Украине и так далее. Поэтому здесь, конечно, придется немножко фокус от внешней политики отводить и начинать заниматься этими внутрипартийными всеми перебранками и грызнёй, которые, в общем-то, заполонят, судя по всему, оставшиеся 2 года президентства Байдена. Я не просто так спросила до конца года, именно имея в виду выборы в Конгресс в ноябре. А после ноября-то что ждет? Я так понимаю, что демократы там, конечно, шансов мало. Я об этом и сказал. Демократы пролетают, теряют, скорее всего, большинство в обеих палатах.
республиканцы заводят свои расследования. Я думаю, что будет попытка импичмента Байдена, но, опять же, нужно понимать то, что она будет скорее медийная. Это будет скорее медийная история, нежели что-то реальное, потому что набрать 2/3 голосов в Сенате в условиях нынешней поляризации американского общества практически нереально. А я напомню то, что для импичмента, успешного импичмента президента США нужно там 2/3 голосов в Сенате, кроме простого большинства еще в Палате представителей. Вот поэтому это будет скорее медийная история, но будут, в общем, по-всякому кусать Байдена и Камалу Харрис, усиливая свои позиции в преддверии выборов 2024 года, которые понятно, что это следующее большое противостояние в Америке. Мы знаем то, что Трамп уже разъезжает по городам и весям американским. Вот я как раз, на самом деле, вы даже опередили мой вопрос. Давайте как раз вот к этому и перейдем, к выборам 2024 года, потому что Трамп так возродился, можно даже сказать. То есть он прям активно очень стал себя вести, его заявления там по геноциду и так далее. Вот про выборы грядущие в 2024 году, что вы думаете? Ну, действительно, как вы правильно отметили, Трамп вот как феникс, да, возродился из пепла и, действительно, наверное, уходил на довольно низкой ноте после 6 января, после протестов на Капитолии, но на фоне всех проблем вот этой вот недолгой эпохи байденизма, назовем ее так, да, действительно, как бы Трамп усилил свои позиции, выходит уже некоторое количество опросов, в которых мы видим то, что Трамп на гипотетических выборах обходит Байдена, там 47/45, 47/41, то есть у него уже, в принципе, отрыв какой-то есть. Ну, и я так понимаю, то, что у него самого есть желание вернуться в политику. Ну вот, он проводит свои первые митинги, активно критикует Байдена и, в целом готовится, да, к следующим выборам. То есть вот мы видим, что он с прошлого года собирает армию волонтеров, наблюдателей на выборах, чтобы вот попытаться как-то пресечь вот все эти скандалы с почтовым голосованием и почтовыми вбросами, которые мы помним были в 2020 году. Активно работает с медийкой. Ну и, в общем, я думаю, что ждет как раз вот итогов выборов в Конгресс в этом году, чтобы не заслонять своей фигурой борьбу, да, за, значит, обе палаты Конгресса. А вот сразу после них, я думаю, что в декабре Трамп, скорее всего, официально уже объявит о выдвижении президента. А вот то, что республиканцы приняли решение выйти из состава комиссии по проведению президентских дебатов, это, это что значит? Я понимаю, что эта комиссия такая, она, ее трудно, обвинить в непредвзятости, да? То есть, это к чему? К чему это приведет? Какую цель они преследовали, выходя из этой комиссии? Какие альтернативы тогда? Ну да, здесь нужно напомнить нашим зрителям то, что комиссия по президентским дебатам — это такая вот институция, которая занимается этим проведением дебатов в США между двумя кандидатами, от республиканцев и от демократов. Ну и там вполне возможно появление третьего кандидата, если он набирает больше 15% в опросах, но это было только один раз в 1992 году. Не так это важно. Формально эта комиссия должна заниматься тем, чтобы проводить эти дебаты объективно, непредвзято, но с этим она плохо справляется. И на каждых выборах обычно всегда скандалы как раз в том, что ведущие, которых отбирает эта комиссия, они довольно субъективны и кому-то подзуживают. Обычно демократам. То есть там и Обаме помогали, и в 2012 году, например, и Хиллари Клинтон, и Байдену в 2020 году. Последние дебаты были самые скандальные, где Трампу приходилось собачиться и спорить не только с Байденом, но и там, с ведущими, с Крисом Уоллесом, например. Одного ведущего там даже отстранили, потому что он оказался какой-то жуткий антитрампист, и у него было огромное количество в Твиттере комментариев с критикой Трампа. Вот, его отстранили в итоге. В общем, уже давно понятно то, что институт дебата в Америке находится в кризисе, и республиканцы это сейчас подчеркивают, в общем-то, выйдя из этой комиссии. То есть они требуют проведения реформ для того, чтобы это все проводилось более объективно. Я думаю, что реформ не будет. А как тогда будут дебаты проводиться? Уж простите, я допускаю то, что их просто не будет проводиться. Окей. Ну, конечно. Поняла. Вот. Безусловно, тут, конечно, все будет зависеть еще от решения того политика, который победит на следующих республиканских праймерис. Вполне вероятно, это будет Трамп. Но если он решит проводить дебаты, то придется как-то договариваться уже, что называется, ему напрямую с демократами, то есть в обход этой самой комиссии. Если не удастся договориться, просто дебатов не будет. Вот, дебаты останутся, конечно, на праймерис, потому что этим занимаются сами партии. Там у демократов, у республиканцев есть свои национальные комитеты. Вот, но именно дебатов больших между двумя основными кандидатами вполне может быть уже не быть. Ну, кстати говоря, это же мы видим не только же, да, в Америке, вообще в мире, да, вот во Франции сейчас еле-еле договорились о дебатах между Макроном и Ле Пен, и казалось до последнего момента, что их тоже не будет. Ну, как-то в целом политика так деконструируется, и на фоне всех противоречий уже видно, что эти все старые институты отживают, и они больше не работают.
Это правда, да. А если позволите, такой тоже очень важный момент. Недавно на Тайвань ездила, вот буквально на днях, делегация Конгресса США, да, снова, конечно, там были проведены учения именно в это время, да, в Тайваньском проливе. То есть это такая эскалация, в общем, произошла на глазах всей этой ситуации. И очень много таких обсуждений в сети, в телеграммах стало звучать такое, что Тайвань — это следующая Украина, как вторая Украина, но только уже такого даже масштаба, возможно, и побольше. Вы как считаете, возможно ли эскалация до такой степени, что Тайвань, опять-таки, в обозримом будущем, да, станет, давайте в этом году, да, или в какой-то такой вот краткосрочной перспективе, станет действительно второй Украиной? Об этом действительно очень много говорится, и я бы сказал, что разговоры пошли даже не сейчас. Вот все это активно начало обсуждаться, конечно, после Афганистана, после августа 2021 года, и казалось, что Тайвань может взорваться следующим, но оказалось, что взорвалась следующим Украина. Но никто, конечно, не исключает того, что Тайвань может стать третьим на очереди. Да, вот там один из таких известных историков международных отношений, шотландец Ниал Фергюсон, он называет будущий тайваньский кризис аналогом Суэцкого кризиса для США, то есть чем Суэцкий кризис был для Британской и Французской империи, то есть то, что может окончательно похоронить позиции США как мирового гегемона. Это более чем вероятный сценарий, учитывая то, что Тайвань находится в Южно-Китайском море, это Тихоокеанский весь регион, который Америка считает своим задним двором, за который она будет активно бороться и активно борется. Но если, конечно, они потеряют Тайвань, это будет огромный удар и репутационный, и экономический, учитывая полупроводники, которые там производятся и так далее. Другой вопрос, конечно, когда это в теории произойдет. Да, мы понимаем то, что Китаю спешить незачем и некуда. Прямо сейчас, например, добивать позиции США, пока она отвлечена на Украину, наверное, в Пекине решили нецелесообразным. Я думаю, что будут дожидаться какого-то удобного момента. Вполне возможно, что даже как-то политически это решить, но если не удастся политически, будут решать военно. Сложно сказать. Я знаю что в марте вызвала большой резонанс публикация американского Newsweek, где они там передавали информацию от разных своих источников в разведсообществе о том, что якобы в октябре готовится какая-то такая большая неприятная для США ситуация на Тайване. Но, опять же, это просто, я думаю, что один из сценариев рабочих. И там эксперты по Китаю, те, кто там как-то более-менее связан с Китаем, с кем я, например, общаюсь, они, как-то относятся к этому всему флегматично, и в целом, я так понимаю, в Пекине вообще ждут, на самом деле, с исхода выборов на Тайване в 2025 году, потому что были же выборы 2021 года, там у власти сохранилась такая, условно, социал-демократические силы, которые настроены скорее антикитайские, а ждут в 2025 году возвращения Гоминьдана, который как раз, скорее более пропекинский, и если это произойдет, то вполне возможно, что будет политическая интеграция просто-напросто. Если этого не произойдет, то вполне возможно, что придется использовать вооруженные силы для того, чтобы, так сказать, это все решать таким образом. Я так понимаю, что в целом в Пекине как-то к этому всему относятся довольно спокойно. Ты хотел что-то спросить? Да, я хотел спросить, есть такие утверждения, что в данный момент, если возникнет ситуация с Тайванем, между Китаем и Тайванем, то США бросят украинскую тему совсем, потому что нет ресурсов у США для серьезной поддержки двух больших конфликтов. Что по этому поводу вы думаете? Можно я даже добавлю, потому что как раз я следующим буквально вопросом хотела спросить. Вы знаете, да, статью Bloomberg, совсем недавнюю, в которой обсуждалось, что просто снарядов у США не хватит. То есть там поставлено на Украину, если сейчас будет Тайвань, а Тайвань — это военный партнер США, и то есть они обязаны будут туда влезть, да, они не могут просто остаться в стране. Не обязаны. Не обязаны. Хорошо, но не могут, не смогут не влезть, да, это будет не по-пацански совсем, то просто не хватит
хватит снарядов физически, и наладить их производство так быстро не получится. Но это вот как один из аспектов, да, тут чисто по вооружениям. Это я так добавлю немножко. Ну, вполне возможно, что если мы будем предполагать такой гипотетический сценарий, я готов допустить то, что Америка придется кинуть Украину, потому что, ну, скажем, что называется, более приоритетный конфликт образуется ближе и к самим США, и, соответственно, который в большей степени затрагивает национальные интересы Америки. Ну, вот. Другое дело, что, честно говоря, мне все равно кажется довольно маловероятным, то, что это произойдет прямо сейчас. Ну, вот. Я бы ничего не исключал. Мы видим то, что мир в целом становится более хаотичным, менее предсказуемым. Вот. Но я думаю, что, скажем так, любая военная операция на Тайване, да, она, ну, скажем так, будет иметь там, до начала этой операции, да, какую-то там военную подготовку, да, и там, наращивание вооруженных сил и так далее. То есть то, чего, ну, мне кажется, сейчас Китай не проводит, а если бы он проводил, то там со стороны американских разведслужб было бы не меньше истерики, чем они, соответственно, произносили вот перед тем, как началась украинская операция со стороны России. Поэтому если этого нет, ну, мне кажется, то, что об этом, наверное, рано говорить. Но американцы к этому, конечно, готовятся. Да, мы знаем то, что вот в военном бюджете США на 2022 год уже выделяется $7 миллиардов на перевооружение тайваньской армии, то есть будут пытаться сделать из этого острова такую вот неприступную крепость, чтобы не повторить, значит, украинский сценарий. Причем 77 миллиардов – это действительно очень большие деньги. То есть, например, Украина получила за 8 лет меньше суммы, чем вот сейчас Тайвань получит только за 1 год, и это не считая того, что они получали еще до этого. Вот, то есть там, ну, действительно, идут действительно очень серьезные вооружения туда, там идут разговоры о том, чтобы поставлять F-35, вооруженные силы, военно-воздушные силы Тайваня, да, которых там Украина, конечно, никогда не получала и никогда не могла рассчитывать на их получение. Ну и современные истребители, современные танки американские получает Тайвань. То есть там поддержка гораздо более основательная, чем вот, наверное, поддержка Украины, где все в основном ограничивается либо какими-то ракетницами, гранатометами, либо небольшими дронами, и либо устаревшей техникой из резервов Соединенных Штатов Америки. Угу. А можно еще один вопрос от нашего зрителя, Оль, да. позволю себе задать. Конечно. Конечно. Как раз в тему нашей предыдущей темы, извините за дурацкую тавтологию. Значит, прошлые президентские выборы в США сопровождались многочисленными фальсификациями, их публичной оглаской, но были полностью проигнорированы при подведении итогов выборов. Демократы получили то, что хотели. Почему же на парламентских выборах мы ожидаем проигрыша демократов? Что изменилось? Ну, здесь все-таки, да, нужно понимать то, что фальсификации, какие были, скандалы с фальсификациями, они не были тотальными, как бы кому это ни казалось, да, и в основном они происходили там в 5-6 очень левых либеральных мегаполисах, там это Детройт, это Филадельфия, там, это Марикопа Каунти и так далее, вот, которые управляются Демпартией, где им действительно удалось там накинуть бюллетени так, чтобы вот в этих штатах, соответственно, проиграл Трамп и победил Байден. Когда речь идет о выборах в Конгресс, здесь все-таки немножко по-другому все происходит, потому что электоральная карта иная. Да, вот, например, в Палате представителей выборы идут по округам. И ты там, если там демократы могут сколь угодно миллионов накидать бюллетеней в своих вот этих вот крупных городах, это не повлияет на исход выборов, потому что там все округа и так как бы за них. А борьба же идет, она все-таки за округа колеблющиеся, округа, которые находятся в пригородах, в сельской местности и так далее, где там и контроль получше, и в основном республиканцы находятся в избирательных комиссиях, и там все выборы проходят, как бы гораздо честнее. Поэтому, как минимум, вот технически это будет уже сложнее осуществить, не говоря уже о том, что я уже сказал, Трамп готовит там и свою армию наблюдателей и старается там всех своих волонтеров по максимуму отправить, мотивировать их занять места сотрудников избирательных комиссий, чтобы, в общем, препятствовать самым разным этим вбросам, фальсификациям и так далее. А если они будут, в общем-то, я думаю, что начнется какая-то массовая волна отказа сертифицировать и признавать итоги выборов, что может вылиться, конечно, в совсем патовую ситуацию, где отдельные штаты просто, скажем так, не объявят о том и не смогут объявить официально, кто у них победил. Вот в этом году эта система будет обкатываться, понятно, да, и, конечно, она уже будет работать с прицелом на 2024 год, на вот эту вот президентскую гонку и возможное возвращение Трампа в Белый дом.
Понятно. А я можно вернусь просто меня тоже интересует вот какой момент. Ну просто как вот для вас, как вхожего все-таки в эту систему, более-менее владеющую информацией, те поставки вооружений, которые США осуществляют на Украину, да, и суммы уже, существенные, да, там, я понимаю, за миллиард привалило все это дело. США как? Они, в принципе, надеются получить средства, когда бы то ни было, или для них это вообще не важно и не принципиально в этой ситуации? Оплата всего этого дела. Вот как вы себе это видите? Ну, смотрите, да, то есть, когда мы говорим о суммах в сотни миллионов долларов или в миллиард долларов, 2 миллиарда, конечно, нам кажется, что это большие деньги, но для американского бюджета, который там на 4-5, уже 5,8 триллионов долларов в год, это, в общем-то, карманный расход. И, конечно, различие важное вот этой нынешней программы, которую так издевательски в Вашингтоне называют ленд-лиз, конечно, там по масштабам совсем не то, но и, наверное, еще одно отличие от все-таки того ленд-лиза, который поставлялся Советскому Союзу, состоит в том, что здесь как бы никто не ожидает от Украины то, что эти деньги вернутся. Но вот это, по факту, в общем-то, плата за геополитику, плата за то, чтобы отстаивать свои нацинтересы, и еще способ там освободить резервы, там, дать новые какие-то контракты своему собственному ВПК, то есть деньги, опять же, поступают в американскую экономику, американским компаниям, крутятся, как бы, создают какой-то добавочный продукт. То есть здесь, как бы, потери для Америки, они, наверное, во многом даже косвенные. Вот. Просто, как бы, можно было напрямую выделить, а выделяют вот таким образом, при поддержке еще и дополнительно Украины. Вот. Я не думаю, что, как бы, украинский проект, если он сохранится по итогам нашей спецоперации, там, в том виде, в каком он сохранится, будет способен что-либо обратно вернуть и выплачивать. Поэтому, как бы, здесь, я думаю, что никто не ждет в Вашингтоне, что и в Брюсселе, и в Лондоне, то, что эти деньги будут возвращены. Но вот это, в общем-то, спустили вот эту черную яму, там, отдали там какое-то старое вооружение, какое-то новое, какое-то там, понятно, так и останется на складах условной Польши, Литвы, какой-то дойдет до Украины, какой-то там будет перепродан на черном рынке, какой-то будет использовано вооруженными силами, оставшимися, какие там еще Украины остались, какое-то будет взято трофейно нашими солдатами и будет использоваться уже потом на вооружении России. То есть, в общем, не рассчитывают на то, что изначально как бы не рассчитывают на то, что этот долг когда-то так. То еще есть, напечатают. Да. Нет, просто мне было интересно, как это видится. Можете рассказать как нашим зрителям, вашим грамотным языком, про прекрасную историю с Твиттером? Потому что, то есть, как мы все знаем, да, Твиттер — это такой оплот, получился оплотом демократической партии. И очень забавно, что это, то есть у них все время была такая установка, что вот мы частная компания, мы можем делать, что хотим. Значит, как раз, когда Илон Маск наш сейчас, который там что только не творит, пытался его перекупить, там поднялся такой вой, что когда реально частная компания, они встали перед лицом того, что частная компания действительно сможет делать то, что хочет, то тут, конечно, в общем, все очень сильно перепугались, насколько я понимаю. Да, действительно, Твиттер уже давным-давно стал оплотом вот этой всей либеральной общественности, демократических активистов и так далее. И инакомыслящие мнения там активно блокируются. Мы все помним скандалы с Трампом, да и сейчас. Но видно, как Твиттер активно продвигает всю эту проукраинскую повестку, проукраинскую пропаганду, при этом там пессимизируя, блокируя любые альтернативные точки зрения, в том числе вот по всем этим событиям на Украине. Илон Маск, давний критик и cancel culture, культура отмены и вообще цензуры в соцсетях, попытался и пытается сейчас это как-то исправить. Уже купил там 9% акций Твиттера, но его, правда, не пустили в совет директоров. Это что, юноша, а вы вообще кто? Вы тут не стояли. Теперь он пытается купить в целом все акции Твиттера и сделать его своей частной компанией, чтобы там он был единоличным владельцем и мог решать все вопросы, как ему заблагорассудится, в том числе вот как раз отменив все эти порочные практики цензуры и такой резкой радикальной модерации, которые там применяются. Я так понимаю, то, что совет директоров уже как-то активно против этого борется, уже подают какие-то жалобы даже в комиссию по ценным бумагам США. Судя по всему, они будут готовить какое-то расследование, чтобы, не дай бог, не дать Илону Маску
заполучить контроль над Твиттером и, соответственно, помешать нашей демократии вот своими вот этими вот отсталыми представлениями о свободе слова, как они там все говорят. Ну и в Твиттере там абсолютная паника среди вот этой либеральной публики, которая привыкла жить в этом своем уютном, комфортном мире твиттерском, да, и теперь им грозят то, что вот могут альтернативные все точки зрения там появиться, которые были все основательно заблокированы. Вот. Ну, я, честно говоря, не верю в то, что Илону Маску удастся купить Твиттер. Мне кажется, что его остановят. Если даже он все-таки там купит немалое количество акций, то там будет расследование комиссии по ценным бумагам, антимонопольщиков. Ну, в общем, попытаются его как минимум так прижать со стороны Белого дома. Потому что это, опять же, Твиттер, он, конечно, не очень большая платформа, и не самое важное, хотя там много лидеров мнений, но, конечно, если это произойдет, просто-напросто это будет важный прецедент победы свободы слова, что для западного всего этого онлайн-пространства уникальное явление. И, конечно, потом уже будут возникать вопросы к другим соцсетям. Поэтому этого, конечно, весь западный истеблишмент и демократический истеблишмент постарается не допустить. Ну, как я понимаю, вот компания Vanguard, она уже купила, собственно, 10% в Твиттере, то есть уже больше, чем у Трампа. Поэтому, ну, конечно, вряд ли, я тут с вами согласна, вряд ли ему дадут что-то сделать, но сама по себе история вся, она, конечно, такая очень показательная, мне кажется, вот в этой всей текущей ситуации. Тро, ты хочешь или мы отпустим гостя? Спасибо вам огромное, безумно познавательно. Я думаю, что да, надо отпускать.